Собаки рычали так, будто за дверью сарая скрывалась страшная тайна, и никого из людей они туда пускать не собирались. Лай разбудил деревню еще до рассвета. Сначала подумали, лиса или волк. Но когда люди начали собираться у двора Ивана Петровича, стало ясно, дело не в звере из леса. 5 крупных собак стояли плотной стеной перед дверью сарая. Они не метались и не бросались бесконтрольно. Они заняли позицию, спиной к двери, мордами к людям. Стоило кому-то сделать шаг вперед, раздавался угрожающий рык. Шерсть вставала дыбом, зубы обнажались. Но ни одна собака не пыталась укусить. Они предупреждали, не пускали. Что с ними случилось? Перешептывались люди. Иван Петрович с утра не выходил. Обычно он уже к этому времени возился по хозяйству. Дым из трубы не шел. Во дворе тишина, только хриплый, отчаянный лай. Несколько мужчин попытались подойти к двери ближе. Собаки мгновенно сдвинулись, снова образовав живой заслон. Они будто понимали, никто не должен переступить этот порог. «Надо дверь открыть», — сказал кто-то. Только как? Собаки не подпускали. Тогда решили вызвать полицию. Сначала даже неловко было объяснять, собаки к сараю не пускают. Но тревога внутри становилась все сильнее. Когда приехал участковый с напарником, деревня уже стояла во дворе. Собаки встретили их тем же рыком. Но в этом рыке было не что-то дикое, а настойчивое, напряженное. «Они не нападают», — заметил участковый. «Они охраняют». Медленно, осторожно, без резких движений, полицейские начали оттеснять животных от двери. Это было непросто. Собаки сопротивлялись, скулили, возвращались на место. Но в конце концов их удалось удержать в стороне. Дверь оказалась заперта изнутри. Когда лом подел щеколду и доски с треском подались, во дворе стало совсем тихо. Даже собаки замолчали. Внутри было темно и холодно. Луч фонаря скользнул по полу и остановился. У стены лежал человек. Иван Петрович был без сознания. Рядом валялись инструменты и перевернутое ведро. Похоже, он упал, ударился и потерял сознание, а дверь захлопнулась за ним и защелкнулась изнутри. «Живой», — выдохнул напарник, нащупав слабый пульс. Скорую вызвали мгновенно. Люди у двери уже не сдерживали слез. Кто-то плакал тихо, кто-то открыто всхлипывал. Собаки тянулись к порогу, скулили, рвались внутрь, но теперь их удерживали. Когда хозяина вынесли на носилках, одна из собак протяжно завыла. Остальные подхватили, уже не грозно, а жалобно. В этом звуке было все: страх, тревога, ожидание. Позже врачи скажут, еще несколько часов, и переохлаждение могло бы стать смертельным. Его спасло то, что люди не разошлись по домам. Их насторожил лай и настойчивость собак. Вечером во дворе было тихо. Соседи починили дверь, прибрали в сарае, накормили животных. Собаки лежали у крыльца, не отходя от дома, будто все еще сторожили. Через неделю Иван Петрович вернулся из больницы. Ослабший, с перебинтованной головой, но живой. Когда он вышел во двор, собаки окружили его молча. Без лая, без рыка. Просто прижались к нему, как будто все это время ждали именно этого момента. И тогда многие в деревне поняли, в то утро собаки не пускали людей к сараю не из злости. Они охраняли своего человека. Стояли между дверью и миром, пока не пришла помощь. Иногда верность выглядит как угроза, но за оскаленными зубами может скрываться самое настоящее спасение.